Высокоуровневые святые. Клан Хунь 15, а клан Гу только 5. Откуда такие цифры? Это очень интересно, потому смотрите ролик от начала до конца, вы узнаете много новой информации. В расколотая битва Синева Небес из-за нехватки первобытной императорской энергии, или Ци Истока, за 10 тысяч лет со времен древнего императора Тоше не появлялся ни один Доу-Ди. Потому святой Доу-Шен может считаться вершиной континента Доу-Ци. Могущественные святые редко появляются на публике. Даже на центральных равнинах найти могущественных святых низкого уровня очень сложно. А вот высокоуровневые святые почти полностью сосредоточены в 8 древних кланах. Кто считается высокоуровневым святым? Это эксперты, достигшие 6 звезд и выше, а точнее именно 7 звезды. Да, таких на континенте еще меньше. Сейчас Сяо Янь на 5-й звезде святого и почти входит в этот список. Итак, сколько высокоуровневых святых есть у каждого из 8 древних кланов? Также мы рассмотрим и других святых меньшей звезды. Клан Хунь – 15 человек. Вот это да, откуда столько? Благодаря способности пламени пожирания пустоты поглощать родословную древних кланов, клану Хунь никогда не приходилось беспокоиться о выживании родословной Доу-Ди. Напомню, что эта сила связана с последним патриархом клана Тунь-Лин, пожирающих духов. Об этом есть отдельный ролик на канале. Поэтому клан Хунь обладает наибольшим количеством высокоуровневых экспертов-святых среди всех 8 древних кланов. Клан Хунь имеет не только своего патриарха Хунь Тяньди, святого пикового 9-звездочного уровня, но и пламя пожирания пустоты, святого 9-звездочного уровня ранней стадии, а также 4 старейшин, убитых Сяо Сюанем на 8-й звезде святого, и 4 демонов Хунь, 4 святых 7-звездочного уровня поздней стадии развития. Эти 4 сравнимы с 3 бессмертными клана Гу, но это только 10 высокоуровневых святых, откуда же число 15? Кроме них, клан Хунь имеет как минимум 3 старейшин, святых 7-звездочного уровня, имена которых не упоминаются. Более того, главный алхимик клана Хунь, Хунь Худзи, является не только первоклассным алхимиком 9-го ранга, но и 7-звездочным святым ранней стадии. И, наконец, Хунь Мишен, глава Зала Души, ответственный за управление Залом Душ, был воскрешен пожирающим пламенем пустоты после того, как был убит Сяо Янем. Это повысило его уровень развития со святого 5 звезд до 7-звездочного Доу-Шен. В общей сложности получается 15 святых выше 6 звезд. А если вспомнить, сколько у клана Хунь Тяньцзунов и других старейшин вроде Хунь Мо и Хунь Тяньмо, то аж страшно подумать. Действительно, сила клана Хунь пугающая. Теперь перейдем к клану Гу. 5 человек высокого уровня Доу-Шен. Клан Гу открыто считается сильнейшим из 8 древних кланов, но на самом деле он намного слабее клана Хунь, который скрывает свою истинную силу. Помимо своего главы Гу Юаня, обладающего силой 9-звездочного Доу-Шен, чья боевая мощь сравнима с Хунь Тяньди, в клане Гу есть только 4 других высокоуровневых святых. Ранний 8-звездочный Доу-Шен, король черного уничтожения по имени Гу Ли, и 3 бессмертных, 3 старейшины, все поздние 7-звездочные святые. Имея всего 5 высокоуровневых святых, клан Гу значительно слабее клана Хунь, который может похвастаться более чем дюжиной таких воинов. Действительно, 5 против 15. Вероятно, вся сила клана Гу держится на Гу Юане, который в принципе в одиночку мог бы убить всех в клане Хунь, помимо самого Хунь Тяньди и пламени пожирания пустоты. Далее идет клан Янь, или клан пламени. Всего 2 высокоуровневых святых. В клане Янь всего 2 высокоуровневых мастера Доу-Шен. Глава клана Янь Цзинь, мастер поздней стадии 8 звезд, и старейшина Хулин Сяньцзы, мастер поздней стадии 7 звезд. Стоит отметить, что Янь Цзинь обладает исключительным контролем над пламенем, объединив 2 его вида, чтобы создать новый тип небесного пламени, способный соперничать с пламенем Золотого Императора, 4-м в рейтинге. Хулин Сяньцзы была самой сильной женщиной, появившейся до битвы между 2 императорами. Вот мы смотрим аниме «Расколотая битва Синева Небес». А если бы могли играть за Сяо Яня? Это возможно. Встречайте игру «Расколотая битва Синева Небес. Решающая схватка» или «Пик Шоудаун». Станьте Сяо Янем и пройдите путь от обычного юноши до сильнейшего культиватора под небесами. Вас ждут динамичные реал-тайм бои, глубокая система прорывов, мощные техники, алхимия и сотни легендарных артефактов. Каждый бой — это яркое зрелище, а каждое новое царство — новый уровень силы. Игра полностью передает дух оригинальной новеллы. Атмосфера, история, персонажи и тот самый вайб, который мы все так любим. Красивая графика, плавный геймплей и регулярные обновления с новыми событиями не дадут заскучать.
Хотите начать свое восхождение к пику небес прямо сейчас? Скачивайте игру на X7 Game. Быстро, безопасно и без лишних хлопот. Это приложение можно установить как на Android, так и iOS. Ссылочка в описании. Клан Лэй – 2 человека. В сюжете не уделяется много внимания клану Лэй, появляется лишь один высокоуровневый эксперт, их патриарх Лэй Ин, святой поздней стадии 8 звезд. Однако в сюжете упоминается, что клан Лэй примерно равен клану Янь, значительно превосходя кланы Яо, Ши и Лин. Более того, молодой патриарх клана Лэй, Лэй Дун, святой поздней стадии 3 звезд, также обладает божественной родословной, и многие старейшины древних кланов одобряли брак между Гу Сюньер и Лэй Дуном. Следовательно, в клане Лэй также есть как минимум один старейшина на 6 или 7 звездах. Клан Яо – 1 человек. У клана Лэй и клана Янь могут быть скрытые старейшины, но у клана лекарств, который был почти уничтожен, определенно есть только его патриарх Яо Дань, как высокоуровневый эксперт. Сила Яо Даня находится на средней стадии Святого Семи Звезд, и он также является алхимиком 9 ранга. Кроме того, большинство членов клана Яо – алхимики, поэтому клан, естественно, намного сильнее клана Ши и клана Лин. Теперь мы подошли к самым слабым – клан Ши, клан Лин и клан Сяо. 0. Как так? Клан Сяо ни одного высокоуровневого святого. Из 8 древних кланов эти трое были уничтожены первыми. Клан Сяо был уничтожен кланом Хунь из-за истощения их родословной Доуди. Сяо Сюань в отчаянной попытке дать отпор собрал всю родословную Доуди клана, но потерпел неудачу. Оставшаяся родословная под защитой древних кланов смогла укрыться только в городе Утань империи Дзяма, и сильнейшие из них достигли лишь уровня Да Доуши. Поэтому Сяо Джань, глава клана, изначально обладал лишь уровнем культивации 5-звездочного Да Доуши. Позже, после того, как он был захвачен залом душ, клан Хунь, опасаясь, что тот погибнет от заточения, использовал большое количество пилюль, чтобы поднять его культивацию до уровня Доухуан. После того, как Сяо Янь стал Доуди, родословная Сяо Джаня активировалась, и его культивация подскочила до уровня святого. Следует сказать, что главе клана Сяо Джаню действительно очень повезло. Что касается Сяо Яня, молодого главы клана Сяо, этой сверхмогущественной фигуры, которая позже оставила свое полное истинное имя в небесном рейтинге и достигла суверенного царства, то, вероятно, он не нуждается в дальнейшем представлении. Однако Сяо Чэнь, находившийся на средней стадии 5-звездочного царства святого, избежал этой катастрофы, произошедшей с Сяо Сюанем, поскольку находился под контролем очищающего лотоса в пространстве демонического пламени. После возвышения Сяо Яня он быстро продвинулся до 7-звездочного святого и даже выше. После уничтожения клана Сяо самым слабым оказался клан Лин, за ним следовал клан Ши. Оба клана были незаметно уничтожены кланом Хунь без какого-либо предупреждения со стороны других кланов. Очевидно, что в этих кланах больше нет высокоуровневых мастеров святых, да и при жизни говорится, что максимум их главы были на 6 или 7 звездах. Как вы думаете, почему клан Душ, чья сила намного превосходит силу древних кланов, все это время скрывал свою мощь? А теперь рассмотрим второй вопрос. Сяо Сюань смог заменить родословную Сяо Яня на родословную Доуди. Почему другие кланы не сделали того же? Сяо Янь получил множество преимуществ в небесной гробнице, среди которых огромную помощь оказала родословная Доуди, лично замененная его предком Сяо Сюанем. Могли ли также делать другие? В отличие от клана Сяо, который пришел в упадок и исчез, оставив лишь одного выдающегося представителя, другие древние кланы, даже кланы Ши и Лин, столкнувшиеся с истощением своей родословной, далеки от того, чтобы оказаться в безвыходном положении. Более того, сама степень родословной Доуди представляет собой статус внутри клана. Нет причин изымать родословную члена клана с более высокой степенью и обменивать ее на родословную члена с более низкой степенью. Если бы это было сделано, многие члены клана неизбежно выступили бы против. По повышению ранга Гу Сюньер видно, что истинный ранг родословной может по-настоящему пробудиться только по достижении совершеннолетия. Вряд ли кто-то решит тайно извлечь их родословную Доуди. Те члены клана, которые не ценятся, представляют собой людей с низким рангом родословной, потому нечего особо извлекать. На самом деле, причина, по которой Сяо Янь смог восстановить свою родословную Доуди, заключалась в том, что в те времена, когда Сяо Сюань прорывался к Доуди, все добровольно отдавали свои родословные Доуди в надежде на их пробуждение. Сяо Сюань утверждал, что это все, что у него осталось, но это было для прорыва к Доуди.
Вряд ли Сяо Сюань оставил бы свою последнюю родословную неиспользованной, когда его сила была так близка к Доуди. Возможно, родословная бога, которую Сяо Сюань передал Сяо Яню, на самом деле была его собственной. Поэтому, за исключением особых случаев, таких как клан Сяо, другим кланам просто нет необходимости восстанавливать свои родословные чужими. А вот пожирающее пустоту пламя постоянно заменяет родословные Доуди членов клана Хунь. И заменяемые им родословные Доуди берутся из других кланов, а не из самого клана Хунь. Если бы это стало известно, это спровоцировало бы коллективное нападение. Если внимательно посмотреть на соотношение сил, становится понятно, что 8 древних кланов давно перестали быть равными. Формально они считались опорой континента Доуци, но на деле баланс существовал лишь потому, что клан Хунь десятилетиями скрывал свою настоящую мощь. Остальные кланы оценивали друг друга потому, что было видно снаружи, даже не подозревая, насколько огромной стала пропасть между ними. Как вы считаете, смогли бы остальные 7 древних кланов победить, если бы заранее узнали истинную силу клана Хунь и объединились против него? Если вам нравятся такие разборы древних кланов, ставьте лайк. Спасибо большое за просмотр и всем пока.